Приветствую всех, друзья, с вами Алехандро. Сегодня делаем общий расклад Таро на отношения. Что он узнал о вас и почему сходит с ума. Это онлайн-гадание на картах Таро сегодня на отношения, когда происходят некие девиации и непонятно почему мужчина ведет себя вот таким вот образом и что является причиной, какая информация, может быть, какая модель поведения, может, какие-то обстоятельства, которые влияют на ваши отношения. Ну и, соответственно, мы посмотрим Таро-прогноз на будущее ваших отношений, где вы можете делать некие выводы и также посмотреть мысли, чувства, как он реагирует, ну и так далее. Настраивайтесь на свою ситуацию, на поток и попробуйте найти что-то свое в общем. Итак, давайте посмотрим, что-то остается. Видите, что-то не хочет идти на стол. Давайте глянем, что не хочет. Свидание не хочет идти на стол. Да, ну давайте проверим, как оно пойдет или нет. Может, на свидание у вас не очень хочет. Было одно свидание, а теперь такой, ой, нет, что-то мне как-то, да, как-то мне что-то. Ну, может, не хочет навстречу идти. Да. Окей, давайте посмотрим, вот что происходит. Что происходит? Первая карта. Ого, тут прям шантаж. Шантаж происходит. Если ты не, то я тогда, да, то есть вас шантажируют, по сути, и, может быть, вы шантажируете, но здесь, смотрите, здесь мужчина собрался на табуретку, там, я уйду, да, или я еще там это, ну, вы поняли, что, да, встану на табуретку, да, короче, вас шантажируют, и вообще в ваших отношениях присутствует шантаж, да. Опять-таки, это может быть ваш шантаж, а может быть его шантажируют. Да? То есть, уже жестко, все жестко в ваших отношениях. Да? Здесь есть родственники, и их дофига, я вам так скажу. То есть, как минимум, лишние члены семьи здесь есть. Могут шантажировать родственники. Например, там, отец ему говорит, брось ее, уйди от нее, она не твоя. Такое. Или мама, или бабушка. Может ли это быть еще влияние рода как программа? Ну, потенциально да. Тут смотрите по своей ситуации. Если там оно у вас как-то с мистикой связано, то может быть род мистическим образом влияет на его поведение, где он, будучи адекватом, резко становится в позицию неадеквата и шантажирует вас, да, например, чем-то там. Что-то там, не дай бог, с собой сделать. Или с вами еще что-то сделать. Да, такое же бывает. Ой, здесь, смотрите, центральная карта выпадает уединение. Это о чем? Это о том, что вы прям как будто бы прячетесь, да, от него. Уже прям на дерево залезли. А он вас преследует. Может, вас еще и шантажирует при этом, да. Или для того, чтобы вам разобраться в этом всем, вам как минимум нужно уединиться, чтобы он вас не мог найти на какой-то промежуток времени. Я тут смотрю, у женщины в руках книга, и она вот как бы читает, да, она получает некую информацию. А он ходит вроде бы как, да, может он вас и не видит как женщину. То есть вокруг вас кругами ходит, а главного не видит, да. Может какую-то информацию вы о нем знаете, он о вас не знает, да. То есть у вас в руках информация, кстати, и тема-то у нас сегодня какая? Что он о вас узнал. То есть, а вы сейчас о нем узнаете, да. Ну окей, давайте смотреть дальше. То есть в центре у нас ситуация, где вы уединились. Между вами как минимум нужна пауза. Желательно, чтобы была пауза для осознания чего-то, для понимания, для изучения ситуации. И есть шантаж влияния родственников с одной стороны. С другой стороны. С другой стороны тут есть девушка. Девушка — это аспект молодости. И есть женщина некая с другой стороны, да. Это можете быть и вы, и может быть это аспект вашего возраста, девушка, да. Вот. И может быть вы просто теряете время, может какая-то соперница есть, посмотрим. Пока непонятно, что это, да. Ну и смотрите, здесь женщина, некая женщина, девушка, может, да, встает в некую такую позу и делает вид, что не замечает, игнорит мужчину и заставляет его там вставать на колени, умолять, просить, нагибает, мужчину, да, чтобы он перед ней встал на колени. И тут вот, знаете, такие прямо качели. С одной стороны, он вас шантажирует, ставит на табуретку, да,
с другой стороны ставит на колени. Вас это как минимум утомляет. Влияют родственники достаточно, тут их много. И вот здесь вот, знаете, как бы вы стоите по сути перед выбором, уединяться вам вообще в свою девушку или нет. Давайте уточним, а что это за девушка такая? Просто мне не хватает вот здесь карты. Здесь понятно, здесь возможно какая-то ваша необдуманная поза, да, спровоцировали его на действие. Или его действия спровоцировали на позу. Вот вы напишите, его действия провоцируют вас на вашу позу. Или ваши действия провоцируют его на позу. Потому что может быть с двух сторон. Всегда у карты есть вторая сторона, да, так сказать. Что за девушка? Ух ты, перевернулись карты. Совместная старость, дом. Это ваши какие-то надежды. Дом и ребенок. Ух ты. Девушка надеется на совместную старость, дом и ребенка. Ну, тут смотрите. В ваших отношениях перевернулись 3 карты, да? Вот просто сами же они не могут перевернуться. Ну, это, наверное, мечты ваши, да? Хотите ребенка, желательно. Может быть, он для вас как ребенок. Вот, и может быть, просто это ваши планы, да, вот такие. Они могут быть как с этим человеком, с этим мужчиной, так и как некие альтернативные планы на вас. Или вас на него. Слышите, да? Окей. Чем он вас может шантажировать? Давайте еще посмотрим. Чем он вас может шантажировать? Чем или почему? Вот так вот. Чем, почему? Ну, тут все дело в соединении, в свадьбе. И вот и причина объединения, да. Там он не сильно хотел или кто-то не сильно хотел навстречу, и тут вот шантаж, свадьба. Окей. Могут ли шантажировать родственники, влиять на свадьбу? Да, могут. Кстати, если планируете свадьбу, сильно много родственников не приглашайте, вот хватит вам 6 человек. Дальше. Как влияют здесь родственники? Давайте смотреть. Ну, я вам так скажу. Здесь есть романтик, 2 в ванной и куча роз. Классная обстановка, атмосфера. Кто проживал такую ванну с розами, напишите мне. Я вам поставлю сердечко. Как минимум, ваша романтика или ваши отношения любят тишину. Поэтому чем меньше родственников, тем лучше здесь. То есть они как минимум нарушают ваш романтик. То есть они лишние здесь. Окей. Не вижу я в ванной еще сидящих там бабушки, дедушки, сестры, брата, детей и так далее, да, то есть хотите отношений вот этих вот, да, делайте такой же свой дом, да, но как бы в ванной никто посторонний не должен быть, да, не должен мыть свои копыта, да, не чистые, да, в вашей ванной. Окей, что с этим уединением вообще? Ах, свободы вам хочется. Вот женщине здесь хочется свободы, ей не хватает. Ее что-то душит. Душит. Именно душит, слышите? Вот смотрите, у него тут шантаж по 12-му аркану идет. Я не буду его озвучивать. Вот. Ну, сами знаете, что это за аркан. 12-й. И вот ее душит. Что за уединение? Почему? Потому что женщину здесь это все просто достало. Именно достало. Оно тесно ей, все, оно ее жмет. Ей нужна некая свобода здесь. Вот мужчины, если смотрите со стороны, вот имейте это в виду. В этой ситуации здесь так. Степеней свободы не хватает. Окей. Хорошо. Давайте просто карту на вот эту девушку положим. А вы сами увидите, что за девушка. И примените ее к себе. Или к сопернице, может быть. Да? Тут я так и не понимаю. Почему-то мне это ваша карта. Что это вы бы хотели. Ну а как оно пойдет? Знаете, трясина застряла. Застряла эта девушка. Она застряла, ей бы свобода. Она как будто бы погружается наоборот все глубже и глубже в трясину. Вот такие обстоятельства. Окей. Вот вы встали в позу, допустим, и отвернулись, да, и нагибаете его, на колени ставите, да. Во что это выливается для вас? Ожидание, вот это ожидание некое здесь оно есть, да, и ожидание, что он пойдет, ну, на коленях приползет вдруг, да, вот к чему это поведет.
Ну, тут не исключено, что вы даже и добьетесь чего-то. Да, то есть может он и отдумается, и будет, видите, кстати, здесь костюмы-то одинаковые, свадебные. Ну, где-то пока что это работает. Да, это не дает вам какого-то темпа, не дает вам свободы. Ну, может быть, вы сильно многого хотите от этого мужчины пока что. То есть здесь, смотрите, не перегните палку, да, как говорится. Ну, иногда женщины и горячатся тоже. Я тут вас как бы поддерживаю, с одной стороны, пытаюсь как-то, да, наоборот, да, подкачать вас. Потому что свобода, что она нужна всегда. В отношениях, любые отношения должны быть свободными априори, да, и если они не свободны, тогда уж беда будет. Совсем-совсем. Окей. Добре. Давайте подивимось. Вот почему или за счет чего вы его доводите до отчаяния, да? Вот есть некий контраст. Есть шантаж, где он на табуретке, и вроде бы есть вот такое прям единение. Что это? Почему? Вот что он видит вас, узнает, открывает вас такое, что доводит его до отчаяния? Или что? Какая черта, характер? Ну, какие моменты именно вас доводят его до отчаяния? Знаете, у меня почему-то такое, ваша способность прощать. Вот какой бы вы ни были женщиной на букву «С», понимаете, да, о чем я говорю, вы умеете прощать его свиняческое величество, да, то есть вы умеете прощать ему его свинство. Вот услышьте это. Вот он, кабанчик, да. Вы принимаете его таким, какой он есть. Вот. И это его как бы, ну, с одной стороны, доводит до отчаяния. То есть он что-то в себе не может принять тогда. Да, то есть он где-то со своим каким-то внутренним борется, а вы это принимаете. То есть вы можете простить, а он себе этого не может простить. Интересная, кстати, такая комбинация. Ну, бывает такое, да. Хорошо. Что он открыл или что для него открылось интимного, связано с вами и родственниками? Вот услышьте это. Смотрите, здесь вы прям в ванной, да, близки, а здесь родственники. Вот что его там бесит, что вы открываете, может, родственникам, да, вот такое. А его бесит все, что касается вашего интима. То есть по его версии здесь вода, чувство. Здесь же рыбы, Юпитер. Вам не надо выносить ни ссоры из избы, никакие. У вас вообще отношения должны быть закрытые. В ванной, условно говоря. И за территорию ванны выходить не должны. То есть, по сути, из вашего дома не должна выходить никакая информация. Вот здесь тот случай, когда как деньги любят тишину, да, так и счастье любит тишину. И там не как вы его называете интимно, не как он вас называет, никаких чувств, никаких моментов, вот таких вот подробностей, никаких ни для кого вообще не должно выходить. Придет время, когда-то может быть, но не сейчас. Но у вас получается, как бы вы открытый человек, вы такая, да, и вы открываете это. А ему нужно это все держать в рыбе, да, в раке, в рыбе, да, в закрытом состоянии, в скорпионе. Ну, рака я не вижу пока что, да, по гороскопам тут. Но здесь есть как минимум скорпион и как минимум рыба. Вот у вас солнце в скорпионе, то есть у вас ясность в скрытом, Юпитер в рыбах, то есть расширение в скрытом, да, в закрытом вообще. Скорпион это скрытое, а рыба это вообще закрытая, да, или тайная даже больше, это рак закрытый. Понимаете, вот этот момент... Он важен здесь. И вот это его может бесить. Поэтому, прячьте свое белье, да, условно говоря, там оно чистое, а вы чистое белье пытаетесь показать. Но не показывайте чистого белья. Есть люди, которые падки и на чистое, и на грязное белье. Понимаете, да? То есть они будут вам мыть, условно говоря, ваше чистое белье, ваше грязное белье и любое белье, потому что им нужно мыть это белье. Воды много, слышите, да? Окей. Хорошо. Угу. Как он относится к вашей свободе? Как он относится к тому, что вы его игнорите? Вот давайте посмотрим. Смотрите, тут игнор, и тут какой-то некий игнор, да. Хотя у вас сердце-то болит по нему, да.
Вот засранец, да. И опять вода. Он очень сильно переживает. Он очень сильно переживает этот игнор. И он, знаете, он хочет, чтобы вы его приняли, как бы, да, все равно. Тут, как он относится к этому игнору, он чувствует, что вы как будто бы крадете у него счастье. Вот почему-то у меня именно крадете счастье. Но я вам скажу почему. Потому что здесь, во-первых, скорпион и 2 рыбы, да, то есть оно как будто прячется, это счастье. С другой стороны, здесь агрессия, то есть он злится от вашей свободы, по сути, да. Марс в рыбах, да, то есть агрессия. То есть как он относится, ну, он закипает внутри. Хотя карты водные, и огня тут нету, но Марс всегда даст нагрев, да, то есть это агрессия и вода, рыбы, то есть он кипятится, выпучивает глаза, раздувает жабры, учащенно дышит, но при этом ничего не может сделать, да, потому что, ну, как бы у вас есть некое, знаете, у вас есть где-то место силы, прямо вот у меня открывается, что вы прячетесь от него в каком-то месте силы. Тут на березе, тут на воздушном шаре, да, а тут в озере, да, возле гор каких-то, да, в каком-то заповеднике. По сути, как он относится к вашей свободе, он выпучивает глаза, сделать ничего не может и кипятится, да, то есть его мозг закипает и доходит там до предела. Ну, давайте так скажем, до грани инсульта, да, вот так вот, да, то есть до безумия. Окей. Как он относится к вашей пассивности? Именно вот давайте на пассивность посмотрим. Вот когда вы пассивны, когда вы слабая женщина, вот как он на это реагирует. Это, кстати, очень важно, потому что, ну, как бы шантаж не лучшее качество. Ни в вас, ни в нем. Да? Тут нужно понимать, кто кого шантажирует. Ну, пока что как бы выглядит, что мужчина женщину шантажирует. Но когда женщина встает в позу, она шантажирует уже мужчину. Понимаете? Как он относится к вашей слабости? Но он наблюдает за вами. Вы знаете, как ни парадоксально, вашу слабость, вот эту вот, он воспринимает как сильную сторону. Но когда вы заходите в это слабое, он начинает сомневаться в чем-то. И ваша слабость он воспринимает как сомнения ваши, что вы сомневаетесь. То есть это сильная сторона для вас. Да, и может быть он чувствует себя слабым тогда. Когда вы становитесь слабой, вот здесь, в этой ситуации, он чувствует, что вы сомневаетесь в этом. И опять вы, смотрите, вы информация. То есть, когда вы уходите в слабую сторону, он чувствует, что вы о нем знаете больше, чем он о вас. Видите, как раз и тема нашего расклада. Здесь вы изучаете что-то, и здесь вы изучаете что-то. То есть, вот у него, как бы, знаете, в чем фишка здесь? У него какая-то навязчивая идея, что он должен контролировать ваши действия, мысли и чувства. Но он действительно без вас пока не может. Этот мужчина. Ну, на самом деле. То есть здесь вот такие качельки. То он без вас, то вы без него. То он без вас, то вы без него. Окей. А давайте еще посмотрим. Здесь есть, да, умоление, да, и танец. Как он отреагирует, если вы согласитесь, да, и повернетесь опять к нему лицом? Неважно, то есть вы его простите, или вернетесь, или он будет вас умолять, а вы согласитесь, да, вот он вас сейчас просит. Вот как он отреагирует на это, да? Давайте его реакция. Ну, здесь выпадает как бы магическое воздействие, он расценит это, что он победил, он сильнее, но как бы его самооценка дорастет, да, то есть как мужчина он получит себе галочку плюсик и скажет: ох, я мужик-то, условно говоря, там я козак, краще вот так, скаже: о, оце я козак, да. Ну, у меня пока что такое ощущение, что лучше бы вы как бы повернулись к нему лицом. У меня нету противоречия в этом потоке. Вот в этой ситуации нету противоречий никаких. То есть, если вы покажете свою слабость и скажете: ладно, я тебя, свинья, прощаю. Скажет: ну окей, да, вау. Как бы, но себе скажет: блин, у меня, как бы, да, у меня хватает энергии ее там, как бы,
побороть, да, но не побороть, а склонить на свою сторону, или, да, я казак, да, вот это так. Окей. Давайте посмотрим, какие по-настоящему он испытывает к вам чувства. Несмотря на вот этот шантаж, несмотря на вот эту свадьбу, да, несмотря на вот эту шестерку воды, как любовь из прошлого здесь идет. Можете о прошлом мужчине погадать даже вот здесь. Какие чувства он к вам испытывает? Да, он чувствует, что он вас как бы пугает и держит, а вы его боитесь. С другой стороны, вы его как бы, с одной стороны боитесь, а с другой стороны боитесь потерять. Это... Короче, у него навязчивая идея вас догонять. Не знаю, почему так. Пока что так. Откуда это идет карта? И откуда идет этот поток? Ну, откуда-то издалека, да, из прошлого. Где-то вы, может быть, отвернулись, пошантажировали, и страх потерять. Может быть, страх быть брошенным или брошенной. Вот отсюда оно идет. То есть, какое он чувство к вам испытывает? Страх потерять. Или страх, что вы сделаете какой-то нестандартный ход, что ли. Такое почему-то. Окей. Комфортно ли ему с вами, давайте спросим, потому что вот здесь родственники, интим такой вот, да, и зона комфортна. Насколько ему с вами комфортно вообще? Вот такой вопрос почему-то идет. Но здесь в принятии, да, скорее в принятии, и когда вы доращиваете ему вот эту самооценку по вот этой карте, когда вы даете ему быть сильным, ну это в принципе для любого мужчины такого, да, там с развитым своим мужским аспектом, это естественно, да. То есть когда вы его как бы поддерживаете, поднимаете ему самооценку, да, даете ему говорить, о, я, да, там, ты казак, там, ты мачо, мэн, да. Ну, мужик это совсем уже такой какой-то, да, мужик это, ну, вы понимаете о чем. А здесь вот именно ты Оскар, ты там, ты прелесть, моя ж ты прелесть, да, ну, в этом аспекте, да. В аспекте чего-то высшего общества, да, какого-то, когда вы ему поднимаете его, психологические поглаживания, все туда, но ему комфортно с вами, да, когда он чувствует себя Оскаром, ну, а рядом с собой такую принцессу, ок. Ну, где-то здесь его нарциссизм такой, но он, знаете как, да, тут может быть нарцисс, кстати, может быть, но он не явно выраженный пока что. Может ли здесь такой психопат быть? Тоже, но он не явно выражен. Это могут быть естественные отношения, где, ну, вы учитесь в отношениях, да. Да, ему комфортно, когда вы его принимаете где-то, и, может быть, его недостатки каким-то образом сглаживаете. Ну, ок. Давайте спросим, а в вас что он больше всего ценит? Вот. Что он такое узнал, за что он вас ценит? А нифига он не узнал. Знаете, за что он вас ценит? За то, что вы жрица тайна. Его вообще ценит тайну. И видите, я вам уже сказал, вам надо вот в тайне все держать. Вот они карты. Вот эта ванна и вот эта карта, они одинаковые. По сути, суть одна и та же карта. Вот смотрите, сейчас вам должен прийти инсайт. И сейчас поставите потом на паузу и напишите, какой инсайт вам пришел на этой минуте. Да? Ваш инсайт на этой минуте. Это важно. То есть, по сути, он вас ценит, вас, жрицу, чистую, непорочную, таинственную и не болтающую языком, как ни парадоксально. Он в вас. Кстати, ценит ведьму. И вот эта ваша загадка, вот я вам сейчас, женщина, вот сейчас секрет, еще один инсайт. Чем дольше вы будете для него загадкой, вот тем дольше вы будете удерживать его внимание, тем дольше он будет бояться вас потерять. Ну, как бы здесь шантаж в чем ваш? Вы шантажируете страхом. Да, это не лучший... Лучше бы он не боялся вас потерять, на самом деле. Но пока что на здесь и сейчас вот центральная эта ось так нужно. Ну вот этот вот расклад, он, наверное, для тех, кому нужно сейчас, чтобы именно вас боялись потерять. Для чего-то вам этот расклад нужен. Если вам это не нужно, ну, может быть, давайте смотреть тогда будущее. Окей. Хорошо. Что он узнал о вас такое, после чего вот вы начали сомневаться в нем? Почему он считает, что вы в нем сомневаетесь? Это карта сомнений. Сомнения, хотя там где-то вдалеке вы вот на бодряке где-то такие, да?
Где-то еще там в глубине души там надежда есть, что все будет там дети, дом и старость совместно. Что он узнал о вас, что вы стали сомневаться? Или почему он считает, что вы сомневаетесь? Вы сомневаетесь, можете ли вы его держать на ручках постоянно? Можете ли вы для него быть там и мамой, и женщиной одновременно? Компромисс. Женщины слабой и мамы одновременно, когда на ручках мужчина сидит, да? Ну вот это только тут. Ну и сомнения в общих целях. Здесь все-таки стрелец, а стрелец это цели всегда. Обратите внимание, то есть совместные цели какие-то, да. Поэтому почему он считает, что вы сомневаетесь? Ну, вы не видите общих целей, и он не видит с вами пока общей цели. Ну, стрелец-то цель, ему никуда не... И вы не можете достичь компромисса. Почему? Потому что внутри вас, как в женщине, вы еще не понимаете, какую тут роль вы будете играть для него. Слабой женщины или мамы, которая качает его на качельках. Вот здесь и качельки, да? Что сейчас чувствуете, когда я вам качельку показываю? Вас не укачивает, не тошнит, нет? Если тошнит, значит беременна. А зачатие, да? Так вот. Ку-ку. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что он чувствует по поводу своей магии над вами и вашей магии над ним. Вот его магия над вами и ваша магия над ним. Вдруг, ну а вдруг это вы его околдовали своей прекрасной талией, без гени, да? Ну просто талией. Его магия над вами. Он хочет доминировать. Он хочет доминировать. Не знаю, как он может, пока я вижу здесь женскую доминацию. Но он хочет доминировать над вами, да? Видите, бутылочка все равно вверх. Окей. И ваша магия над ним. Его магия над вами, желание доминации, и она есть, когда он показывает свою бутылочку вам в поднятом на 12 или 11 часов, да? То есть, когда он мужчина, да, вот именно коли він мачо, казак, да? Тогда да. Ну, то есть он пытается быть, старается, поэтому вам и нельзя сейчас прям все разорвать. Ваша магия над ним. Ваша магия над ним опять, вот смотрите, оно идет по рыбе, по жрице. Смотрите, я вам сейчас скажу, самый ценный инсайт, ваша магия над ним это слабость. Слабость, еще раз. Не сможет он, вот не сможете быть слабой женщиной, все, капец, капец, капец. Поэтому ваша магия над ним это тайна с одной стороны, а с другой стороны чистота, открытие, вот, принятие. Вам нельзя быть сильной, сильно-сильной с ним нельзя быть. Иногда вот так надо схватить за бутылочку, потянуть, пожать за абрикосики, поддавить и отпустить. Но надо вовремя отпустить, если передавите, будет некроз, и все проблемы оттуда пойдут. Вот. Будет бобо, больно, и у него будет рефлекс, что ему будет больно. Поэтому нужно так нежно давить, да. То есть передавливать нельзя, переигрывать нельзя, пережимать. Да, то есть асфиксия должна быть вовремя отпущена. Вот. Вовремя нужно отпускать. Окей. Стоит ли продолжать эти отношения? То есть ваш способ управления этим мужчиной это слабая женщина. Все по воде идет. Видите, вот здесь вода, да, вот эти моменты. И вот здесь вот конечная вода и вода. Поэтому вот здесь вот нужно делать выбор в сторону слабой женщины, а не мамочки. Ни в коем случае. Окей? Окей. Ну и загадка. Загадка тайна. И не выносите никакой информации за пределы. Никто о вас, о ваших отношениях знать не должен, кроме вашего психолога и вашего таролога персонального. Да ну уже вот так, да. Там подружка тоже лучшая. Нет. Друг, подружка нет. Обсуждайте что угодно, но не ваши отношения. Почему? Даже не потому, что кто-то может что-то ляпнуть языком или там как-то там оперативно использовать эту информацию, а для того, чтобы энергетически не распространяться, не творить магию. Вот от вас, от флюидов женщины идет здесь магия, она потом уже... И на вас, кстати, будет и влиять в конечном итоге женщина. Стоит ли продолжать эти отношения? Ну, пока на дистанции, да, если вы сделали паузу, да, но разрывать их пока не стоит. Но здесь, вот смотрите, стрелец и здесь стрелец, два стрельца. Вам необходимо обозначиться целями. И эти цели должны быть обоюдные, как с мужской стороны, так и с женской. Причем у мужчины должна быть своя мужская цель, а у женщины женская цель. Ну и вторая карта
Пока что как бы вы растете в этих отношениях, получаете боль, страдания, но это кармические отношения, и вам сейчас из них выпрыгнуть нельзя. Смотрите, вот эта карта повешенный, и вот эта карта одно и то же, и вот эта карта одно и то же. Вот по сути, что вы проходите сейчас в отношениях? Вы проходите аркан 12 как повешенный, наказание, трясина, это вот это болото, оно и есть, и вот это вот то тонкая грань и искусство быть женщиной, где страдания и наслаждение сочетаются таким образом, что вы не тонете в трясине, а поднимаетесь из болота вверх, становитесь свободными и независимыми партнерами, равноправными, где вы четко можете процесс этот не только осознавать, но и грамотно регулировать, добавляя или убавляя теплый воздух, огонь намерения в воздушный шар вашего путешествия ваших отношений по свободному пространству варіантів ваших судеб. Щиро бажаю світла вам та вашому всесвітові і бажаю вам нового вільного шляху, наповненого пригодами та вмілого, вдалого регулювання ваших стосунків, жаром почуттів та емоцій. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.